Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 20 февраля. Поехали! Около 10 тысяч человек пострадали от сильного наводнения в штате Рондония в Бразилии. Из-за проливных дождей уровень в реке Машаду, являющейся притоком Амазонки, поднялся на 7 метров. Наибольшие разрушения наводнения принесло городу Какаал на востоке штата. Основные магистрали и прилегающие к ним жилые кварталы города, население которого составляет около 110 тысяч человек, оказались полностью затоплены. Проводится эвакуация местных жителей из пострадавших районов. Вывезенные из зоны бедствия люди размещаются в помещениях школ и больниц. С целью предупреждения эпидемий проводится вакцинация населения от желтой лихорадки. За 4 дня в Какаале выпало 130 мм дождя. Наводнение затронуло не менее 20 кварталов в городской зоне Какаала. Уровень паводка достигает 2 метров. Многие жители вынуждены ждать помощи и эвакуации на крышах своих домов. На северо-западе Саудовской Аравии, вблизи города Табук, выпал снег, что является большой редкостью для Аравийского полуострова. В Табук устремились туристы и местные жители, чтобы увидеть уникальное для региона явление. Самое примечательное – это то, что снег тут уже выпал второй раз в этом году. Первый раз такое событие было отмечено в начале этого года. В конце января снегопады также были в Марокко и Алжире. Тогда снег засыпало песком с дюн, и все было похоже на мороженое эскимо. Снег уже в скором времени растает. В ближайшую неделю температура не будет опускаться ниже плюс 15 градусов по Цельсию. В социальных сетях широко распространились видео и фото этого события. Как отмечает местные СМИ, власти перекрыли дорогу, ведущую в этот район, поскольку туда стали приезжать тысячи человек, чтобы полюбоваться пейзажем. Лесные пожары на севере Аргентины продолжают распространяться в провинции Корриентес. Огнем охвачено около 800 тысяч гектаров. Согласно спутниковым снимкам, скорость распространения пожара составляет почти 30 тысяч гектаров в сутки. Учитывая масштабы ущерба, губернатор провинции Корриентес Густаво Вальдес объявил регион зоной экологического бедствия. Первые очаги возгорания возникли здесь еще в январе, и в условиях засухи пламя охватило громадные территории. Огнем уничтожены сельскохозяйственные угодья, погибло множество животных. Несмотря на все усилия, пожарным не удается справиться со стихией. Прогноз погоды не обнадеживающий, поскольку на выходных ожидается высокая температура без осадков, сообщает Национальная метеорологическая служба. Согласно отчету пожарной службы, на островах в дельте реки Параны также горят пожары. В борьбе с пламенем местным пожарным командам помогают сотрудники национальных парков, полиция и армия. К тушению привлекли пожарных из Бразилии. Германия приходит в себя после буйства 2 ураганов на ее территории. Ураган Зейнеп, последовавший за ураганом Иления, принес по меньшей мере 2 смерти в Германии. Железнодорожное движение в Северной Германии и в северных частях земли Северной Рейн-Вестфалии по-прежнему строго ограничено. Пожарные команды работают непрерывно. Только в Берлине силы пожарной охраны провели более 2000 операций, связанных с непогодой. Максимальные порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Штормовые шквалы в некоторых городах вызвали наводнения. Ураган также держал в напряжении пожарные команды Восточной Фризии. Сообщается о проведении более 520 операций в районе Аурих. По данным пожарных, это безусловно историческое количество. В результате падения деревьев были заблокированы многие дороги. Ураган затронул и Люксембург. Но ущерб оказался меньше, чем в некоторых других европейских странах. В герцогстве никто не погиб, хотя непогода нарушила движение транспорта. Ураган Зейнеп добрался и в Беларусь. Ветер местами достигал 30 метров в секунду. В соцсетях местные жители поделились фото и видео его последствия. В Гродненской области ураганный ветер разрушил навес для автомобилей. Крышей придавило сразу 2 машины. В центре Гродно ветер уложил на землю флаги и опрокинул остановку. В службу спасения региона поступают сообщения о падении деревьев. Стихия нарушила электроснабжение во многих районах. В Брестской области мощный ветер вырывал с корнем деревья, срывал рекламные щиты. В Минской области сегодня порывы ветра достигали скорости в 24 метра в секунду. В Клёцком районе повреждены 12 крыш. В населенных пунктах пропадало электричество, зафиксированы падения деревьев. МЧС предупреждает об опасности, рекомендует не выходить на улицу и парковать личный транспорт в безопасных местах. Сильный ветер сохранится и завтра, но немного ослабеет.
Необычное и редкое явление можно было наблюдать в штате Алабама, США. Называется оно эффект дырявого облака. Такое явление достаточно необычное, но ученые смогли объяснить и этот феномен природы. Такие отверстия образуются, когда температура воды в облаках достигает отметки ниже нуля, но вода еще не успела замерзнуть. Как только частички воды начинают замерзать, это вызывает эффект домино. Все больше и больше частиц замораживается и опускается на землю. На фото, которое опубликовали очевидцы события, посреди затянувших небо плотных туч зияла подсвеченная солнцем овальная дыра, а в центре вздымалось еще одно облако в форме метлы. В Египет пришел мощный циклон, который привел за собой ливни и песчаные бури. Досталось и курортам, расположенным на Красном море. Максимальная мощь песчаной бури обрушилась на города, расположенные на берегу Суэцкого залива. В районе курорта Айн-ас-Сохна было отмечено облако пыли над морем. Из-за песчаной бури в нескольких провинциях Египта закрыли школы, в которых проходят воскресные занятия. Порывы ветра составляли до 17 метров в секунду, при этом видимость упала до 100 метров. Власти выпустили оранжевое погодное предупреждение до понедельника и попросили местных жителей на время буйства стихий сократить поездки на личном автотранспорте. По прогнозу египетского метеорологического управления, пылевая буря распространится на города вдоль Суэцкого канала на северо-востоке Египта, восточное побережье и Северный Синай. Огромная штормовая система пронеслась по центральным и восточным штатам США с четверга по субботу. Сильный зимний шторм, сопровождающийся снегом и градом, накрыл в начале этой недели западное побережье страны. Битва между теплым и холодным воздухом вызвала сильные грозы от Оклахомы до Алабамы и Кентукки и вызвала сильные ветры, град и торнадо. Во многих районах наблюдались мощные порывы ветра. К утру в Пенсильвании были обесточены по меньшей мере 60 тысяч домов. В Канзас-Сити выпало рекордное количество снега. Офис Национальной метеорологической службы зарегистрировал в городе 16 сантиметров снега. Это новый дневной рекорд. Предыдущий рекорд в Канзас-Сити для этого дня датируется 1893 годом, когда выпало 15 сантиметров снега. Во многих городах высота снежного покрова достигла 35 сантиметров. Заснеженные дороги создавали опасные условия для движения. Мощный пылевой торнадо был замечен в департаменте Чимбуку, Парагвай. Местные жители были удивлены появлением атмосферного явления в этом регионе страны. В этом году это уже третий торнадо, который был отмечен в Парагвае. Его сумели зафиксировать на мобильные несколько жителей и поделиться в социальных сетях. Как отметили очевидцы этого явления, смерч буйствовал около 10 минут, затем растворился. Последствий от его прохождения не отмечено. Тысячи мертвых рыб и скатов манта были найдены мертвыми в Плая Эль-Эспино в Сальвадоре. На место происшествия прибыли специальные службы для того, чтобы взять пробы воды, грунта и тушек рыбы. Необходимо понять, что повлияло на такой массовый выброс рыбы и моллюсков. Находка, по словам спасателя гражданской защиты, была сделана в воскресенье около 5 часов утра. Это привлекло внимание туристов и местных жителей, потому что ничего подобного раньше в этом месте они не видели. По словам специалистов, как одна из версий произошедшего было связано с красным приливом, который поражает побережье страны. На данный момент власти объявили предупреждение на побережьях Сальвадора в связи с явлением ядовитого красного прилива в море, а также запретом на добычу моллюсков. Туристам рекомендуется воздержаться от купания в море. Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение о метели для региона Ватерлоа и округа Веллингтон. При этом ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду. В некоторых районах уже наблюдается почти нулевая видимость из-за снега и метели. Прогнозируется выпадение до 30 сантиметров снежных осадков. В Торонто на улице выведено 900 снегоуборочных машин. В Торонтском международном аэропорту отменено около 200 авиарейсов. В одном только Торонто было зафиксировано 350 ДТП. Согласно сведениям полиции провинции Онтарио, несколько человек получили различного рода травмы. К счастью, ни одна из них не требует госпитализации пострадавших. Снег в сочетании с сильным ветром, обледенение дороги – основные причины происшествий на автотрассах. Власти обратились к жителям города с просьбой воздержаться от поездок, чтобы автомобили не мешали расчистке хотя бы основных магистралей. За сутки на Земле произошло 109 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,4. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 5 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах.
Ну и по традиции минутка позитива на канале. Лунная долина расположена на территории национального парка Шипада-дус-Веадейрус в Бразилии. 2 миллиарда лет назад здесь были огромные залежи кварцевых пород. Сегодняшний ландшафт местность обрела благодаря воздействию реки Сан-Мигель, которая на протяжении многих столетий вымывала более мягкие породы. Так здесь и появились мини-кратеры, которые по своему внешнему виду напоминают лунные кратеры. Бразильская горная речушка до сих пор вымывает древнейшее плато, полируя его края. Этот естественный кварц признан самым чистым на планете. Завораживающее зрелище оставит глубокий след и неизгладимые впечатления в памяти каждого. Из-за различной степени преломления лучей света вода в некоторых местах кажется синей, в других – светлой и прозрачной. В 2001 году национальный парк Шипада-дус-Веадейрус был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.